Ребят, пока шли, короче, на заброшку, заброшенная машина, чтобы вы понимали, вот так вот стоит вокруг, вообще не видно. Будем идти дальше. Ребята, мы вернулись с того места. Это заброшенная перевалочная тюрьма, чтобы вы понимали. Будем сейчас аккуратненько сюда спускаться. Покажем вам это место. Мы были ночью не было ни хера видно. А теперь мы... Что-то это, по-моему, не сильно. Ты уверен, что это? Да. Я слышал в прошлый раз документацию, которая была подтверждена, что это... Да, возьмем фонарик. У меня в телефоне. Да. Это сарай. Это заброшенная тюрьма. Сейчас мы пойдем внутрь, там будет хостблок. Может, это тюрьма для скота? Нет, это перевалочная тюрьма. Транзитная. Это да, это чисто зэков, понял, Зэки. как товар перевозили по электричке. Да, это, блядь, может, касса какая-то. А ну, не. Ой, блядь, что это, не разгадится. Не, давай свой включу, у меня потеплее, понял? Давай. Он будет согреться получше. Сегодня у нас в гостях наш Николаевский комрад и друг Драганыч. Здорово всем. Ребята, я поставлю ссылку на Драганыча, ссылки под видео. Только приехал в Одессу к вам, меня уже в тюрьму отправили, блядь. Это человек, который ничего не боится, катается на поездах, путешествует по всей стране. Если вы хотите изучить, что такое настоящий лютый риск, то я вам покажу канал Драганыча. Он даже крест Доминика Торетто. Ну, так нифига себе. Это мне подарили, потому что за заслуги. Так, ребята сказали, что это транзитная тюрьма. Томич, здесь открывали, смотри, ты смотришь? Барбовал. Барбовал, да. Они будут дальше решетки. А вот это, ребята, уже дворик прогулочный. А ты да, что выгуливали здесь. Это прогулочный дворик настоящий. Она сделана, видите, из ракушника, старинная достаточно. Теперь, да, цемент тоже ставили. Плафон доисторический. Вагон длинный, да. Здесь, кстати, пару слов для потомков. Я так понял, здесь держали заключенных, камер здесь немного. Я так понял, здесь держали заключенных, здесь немного камер вроде как, но они зарешоченные. Для чего это было сделано? Небольшое помещение, то есть транзитом перевозили заключенных в другой город, в какой-то. Здесь их держали определенное время, потом на станцию погружали в Столыпинский вагон и везли. Что такое Столыпинский вагон? Это как пассажирский вагон обычный, в котором мы с вами ездим, только он с решетками на окнах. Вот можно будет, наверное, вставку в видео сделать, Да, как он выглядит, собственно. Он, кстати, в 2 раза тяжелее по массе, чем обычный пассажирский вагон. Не потому знал. что там куча решеток. Сейчас мы пойдем в то крыло, ребята, а там будут настоящие уже камеры для долговременного содержания. Ну да, я пока что... Так, ребята, вот переход в другой блок. Можно видеть вот такие навесы толстые. Смотри, какая тут арка. Видите, ребята, тут арки старые, полукруглые. Это означает, что этому зданию достаточно лет. Видишь, арки? Какой-то знак. Да, тут несколько Это тысяч старые. лет ему. Да нет, несколько тысяч лет, но я думаю, что Динозавры. начало 20 века постройка. Динозавры были здесь по-любому. А вот это мы пришли, ребята,
блок постоянного содержания. Вот тут сортир параша. Если помнишь, документацию нашел. А, документацию тут есть. Видите, ребята, везде сигнализация на окнах. Да, вот какое-то барахло от машины осталось. Так. А ну-ка. Здесь уже... Ты можете куда-то отойти? А ты хочешь сфоткать? Вот черный вход из тюрьмы, выход или вход. Адресной листок, фамилия. Вот. Смотри, короче, это зэки должны были записать свои А, фамилии. точно. Слушай, давай я заберу себе его. Бля, ну подожди, я заберу. И, ну, или ты найди еще один. Ребята, Еще один нашел. откуда край республика? Адресной листок убытия. Куда А у тебя? прибыл, да. Адресной листок убытия. Ой, не сюда. Где кем работал до выезда, паспорт, серия. Сюда. Шуть. Вон. Заведующему стола находок УВД города Одессы. Задержан утерянный документ. Прошу утвердить. Начальник приемник распределителя на станции Одесса сортировочная. Мы тут документы нашли. Не сюда. О, кстати, новый документ, прикинь. Ну, новый документ может быть, в принципе. Станция сюда. Вот, смотри. Параша и Нара. Ну да, конечно. Ребята, да, вот. Это обычная камера. Вот Параша, а вот Нары. Роба, шмотки какие-то. Детский кошелек лежит. Вот так вот, ребята, люди жили тут, спали. Я бы не хотел бы в такой камере оказаться. Там арестант. Арестанта, да? Да. Есть такой там. Башмак, дата рождения, область, район моего рождения, все. Ребята, такая же самая комната. Это комната постоянного содержания, ребят, уже. Были тут двери повыдирали. У тебя здесь пишется, какого типа, куда ведут. Да, да. Например, Хач и тебя там Казахстан. Аккуратно, я понял. Что там, может что-то интересное, ну зайди. Прикольно этот вот фигня сверху. Да, ребята, вот так вот люди сидели в тюрьме. В общем, ребята, мы сейчас в заброшенной тюрьме. Мы решили нашему николаевскому другу ее показать. Среди бела дня, как бы уже вечером, вам показать вообще все эти вайбы тюремные. Ну, она реально атмосферная и стрёмная. Сейчас мы дальше, скорее всего, пройдемся на станцию заброшенную, покажем заброшенную станцию. Сегодня такой пилотный выпуск. После этого, возможно, мы еще что-то покажем интересное. Он вертуха, и я... Так, ребята, вот надпись, смотрите. А вот так выглядят нары транзитные. Если что-то было замуровано, короче, какой-то Транзитные нары. О. Да, вот так люди просто штабелями лежали, ребята, и все. Ага, я понял. А вот надпись. Временного содержания, Да, типа? да, вот надпись, камерный блок. Камерный блок, да. Сигнализация совсем. Вон же какой-то фон замурованный. Где? Да, еще какой-то ход замурованный. Да, реально, блин. Вот мы заходим. Знаешь, каково тут было находиться? Вот так лежали штабелями. Это был и стул одновременно. И кровать. Это, ребята, тоже камерный блок, но с ним приключилась некоторая беда. Он полностью сгорел и разрушился, ребят. Только синяя.
3 камеры блока. И прямо золото. Видишь, тоже такие окна. Тут уже заросла зона. А вот, кстати, окна. Зона без вазона. Вон прицепила. Вот, понял. А вот это какой-то админ помещение, ребята. Вон еще тоже камера блок. Это камерный блок, а вот тут какой-то админ помещение. Это ты имеешь? Да, Админ помещения. тут обычные окна. Это админ помещение, но оно идет, видишь, туда. Оно на выход на внутренний двор. Да. Видимо, отсюда проверяли, выходили на улицу, понял? Короче, ребята, да. Тоже камера. Это нары, вот просто настил. Больше ни хрена нету. Смотри, Ну, какая-то табуретка, прикинь. табуретка, мусорное ведро. А вон и параша, кстати, он слева. Ну да, ты видишь, еще с такая камера, как будто зэки сделали. Но это хорошая камера. Видишь, тут, видать, было отопление. Потому что в других камерах отопления нет. Вип-камера. Да, тут отопление нет. Камера. Не ломай меня, начальник! Не ведите на парашу! Посмотри. Ой, диски, прикинь, короче. Нет, Ой, ну, в DVD. принципе, да, небольшая микрозона такая. Это транзитная зона, да. чисто микрозона чисто именно. Все зона. Посвети на меня фонарем. Да, ребят, это транзитная зона, она находится недалеко от железки. Недалеко от Насколько мне известно, она была построена еще в довоенное время, во время Второй мировой войны. Эта зона использовалась немецкими, румынскими солдатами вначале, потом немецкими солдатами. Использовалась как репрессивный инструмент для того, чтобы коммунистов тут, тут сидели коммунисты, партизаны, люди, которые обвинялись в партизанской деятельности. После войны эта зона опять стала советской, естественно, и вплоть до 90-х годов она губила судьбы. В общем так. А мы пока, наверное, сейчас пойдем для вас снимать старую заброшенную станцию. Эх, ребята, еще какая-то заброшенное здание. Блин, крыса. Крыса? Да, на крысу пробежала. Блядь, смотри, чувак, Он тут живет. кровать есть. Он вечер даже. Кровать есть. Ебать. Живет это. Реально живет, блядь. Мужики. Ну да. Такое себе место, конечно. Да, понятно. Идем отсюда. Жить это не сильно. Ну пошли.